Всем привет! Сегодня наше видео снято также по запросу подписчиков. У нас в последнее время уже в моду это вошло, по запросу подписчиков видео снимать. Но это и хорошо, потому что будут темы. Темы же они не безграничные. Мы сегодня просто будем разговаривать. Чем отличаются настенные покрытия? Вопрос такой часто задают. Чем отличаются обои, например, фотообои, фрески и декоративные штукатурки? Я могу сказать, что у нас отдел декоративных покрытий. В нашем отделе есть основная масса, это штукатурки декоративные и декоративные краски. И также есть фрески и фотообои. Обычными обоями мы не занимаемся. Я могу от себя сказать, ничего плохого не говорю тому, у кого обои поклеены, но я считаю, что это как бы прошлый век. Ну, почему? Потому что обои – это такой материал, который вы клеите на стену. Он обязательно идет полосами. И вот эти полосы, они рассыхаются между собой. Рано или поздно это случается. Чаще всего это случается рано. Например, температура, зима, батареи греют, воздух сухой, и происходит рассыхание. То есть между швами появляется зазорчик такой. Это не говорит о том, что плохо поклеили маляры. Это говорит о том, что обои рассохлись, и они расходятся в швах. Они отклеиваются в углах. Допустим, даже при поклейке, когда углы в квартире, ну ладно, если у вас 4 прямые стены, а если у вас вот эти поребрики верхние, много внутренних, наружных углов, вот с обоями в этом плане не очень хорошо. Ну, как-то уже есть другие покрытия. Это, во-первых. Во-вторых, и в-третьих еще, например, приходите в отдел обоев и выбираете себе, да, выбрали. Проходит 5 лет, ну, все уже там, все поотпало, там поотклеивалось, снизу вот такие лохмотья торчат, в углах вот такие розочки вскрылись. Вы приходите, а там, блин, те же самые обои. Ну, то есть по дизайну я бы сказала, что сильно отстают обойщики от декоративных покрытий. Обои, они в основном бывают, чаще всего это на флизелиновой основе виниловые обои, то есть коты, кошки это дерут, мы берем вот так и соскребаем верхние частицы вот этого винила, то есть на флизелине, ну, простыми словами, я же не произвожу обои, простыми словами, на флизелине виниловые вот это вот, да, какие-то они там вспененные бывают, горячего тиснения, но все равно это такой материал, который легко подвержен повреждениям. И у кого обои, тот это знает. Да, 2-3 года вы с ними поживете. Но потом все равно возникают проблемы, и обои надо менять. К тому же, что касается к мытью, ну, протрете вы их там, да, слегка. Ну и все на этом. Больше-то вы ничего с ними не сможете сделать. Коридор, кухня – это постоянная беда. Поэтому обои, у меня, например, нет их вообще. У моих знакомых, даже вот у наших сотрудников или у кого-то, у друзей уже давно у всех декоративные покрытия. Это что касается мое мнение личное про обои. Ну да, любят обои, есть такие любители, но это скоро пройдет. Я думаю, что их время скоро выйдет. Время обоев. Есть еще бумажные обои, такие слабенькие. Почему их люди некоторые любят? Потому что они якобы экологически чистые. Но тут вопрос очень сложный. Что касается фрески. Фрески – это такое, скажем, единое полотно на стену. На все помещения берут редко, потому что это достаточно дорого. Например, фреска стоит в среднем 2500 и выше за квадратный метр. Это полотно. Оно также на флизелине, чаще всего. На этот флизелин, также простыми словами я вам объясню, что такое фреска. На флизелин нанесена декоративная штукатурка и отправлена в печать. То есть по декоративной штукатурке нанесено изображение. Этот материал гораздо крепче, чем просто обои. Гораздо крепче. Ну, во-первых, хотя бы потому, что здесь, блин, штукатурка, а не винил. Во-первых. А во-вторых, это единое полотно. То есть где-то даже если у вас отклеивание или что-то такое происходит, то, по крайней мере, это происходит в углах. Основная масса у вас это единая стена. Любят фрески дизайнеры. Я тут с ними никак не поспорю. Можно напечатать все, что угодно. То есть печатает большой станок. На штукатурке это гораздо прочнее, это гораздо легче мыть, ну то есть дольше служит, чем обои, это бесспорно вообще. Ну и любимый материал – это штукатурка декоративная. Это безграничное количество возможностей. То есть декоративная штукатурка, она в базовом цвете,
Мы ее можем заколеровать, то есть это густая масса. Мы ее колируем в любые цвета, абсолютно в любые. Даже заколеровали, нанесли немножко, не понравилось, доколеровываем. То есть мы можем прямо в процессе видоизменять. И без, ну, вот сколько можно сделать образцов? Ну, очень много. Нету столько даже у нас образцов, нету столько видео и нету столько в отделах вообще по всему городу собрать столько образцов, сколько можно из нее сделать. Это покрытие абсолютно бесшовное. В этом его огромный плюс также. В отличие от обоев, от фотообоев, от фрески. Это покрытие бесшовное, это единое полотно, внутренние, наружные углы, поребрики какие-то, еще что-то. Вот эти вот балки, это все единое полотно. Поэтому вот я люблю штукатурку декоративную. Конечно, я буду всегда на ее стороне. То есть мне задавать вопрос, например, по обоям как-то не очень, потому что я не любитель, я ничего вам не скажу про них. Ну вот сказать, ой, идите, берите обои. Нет, конечно, я не скажу так. Я их сама не люблю. И даже в отделе у нас вот есть излюбленные товары, мы всегда их в первую очередь предлагаем. Каждый ведь предлагает то, что любит сам, то, в чем он уверен, то он и предлагает. Я поэтому и предлагаю декоративную штукатурку. И ролики все у нас по декоративной штукатурке. Это вот такой материал. Ну, за ним будущее, я так считаю. Кто декоративку наносит себе, да, штукатурку, тот знает. Она годами служит, годами. Ее можно видоизменять, не снимая. То есть вы докупите какие-то минимальные баночки и добавите каких-то эффектов, и вот ваша штукатурка обновилась, и у вас не требуется какого-то там грандиозного ремонта, чтобы видоизменить ваш интерьер. Поэтому штукатурка декоративная. А что касается фотообоев, ну фотообои это те же самые, по сути, обои, просто напечатанное изображение нестандартное. Не то, что вы видите в магазине в отделе. В отделе вы видите, висят круги, например, да, или цветы. А фотообои вы можете выбрать, вот огромный каталог, огромный. Ну сейчас я принесу, покажу. Ну, допустим, вот каталог. То есть мы смотрим каталог и выбираем, их здесь очень много изображений. И вы можете любое изображение напечатать на обоях. Точно так же фотообои могут быть единым полотном, они до 50 метров. И это не все изображения. Каталог достаточно старый, конечно, появились новые. Фотообои – это те же самые обои на флизелиновой основе. Просто напечатано на них не то, что продается в магазине, а то, что вы захотели. Вы можете картинку себе выбирать, ну, хорошего разрешения, и вам ее напечатают. Это тоже, конечно, плюс. И единое полотно по всей стене – это тоже плюс. Но углы-то у вас все равно резные останутся. Все равно, если будет рассыхание, то у фотообоев тоже оно происходит. Поэтому штукатурка декоративная, выбор такой, только он очевидный, за ней будущее. Если мы ответили не на все ваши вопросы, то вы можете задать их в комментариях, и мы дополним. Ну, может, есть такие вопросы, которых вот я вот не подозреваю, например, что вы бы хотели о них знать. Пишите, и мы вам ответим. Мы работаем для вас, и видеоролики тоже для вас, для того, чтобы вы смотрели, подписывались и ставили лайк. Для этого только, а не для того, что мы тут такие все снимаем. Это для вас именно, поэтому реагируйте, подписывайтесь. Ну и всем пока, спасибо.